Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам вот об этом смартфоне. Это Nothing Phone 2. Я сравню его с Realme 12 Pro Plus по камерам. Почему? Потому что по стоимости они одинаковые. Во всяком случае, сейчас на распродаже на Али. Какие здесь плюсы? Разумеется, вот эти вот 3 диодных глифы. Ну и, наверное, все. Почему? Потому что дизайн у него относительно странный. Многим нравится белый, но все равно это а-ля что? Правильно, это а-ля миньончик. И отдавать за миньончика такие деньги – вопрос дня, стоит или нет. Смотрим. Распаковка. Поставляется новинка от Nothing в упаковке с интересным оформлением. На ней есть название, краткие характеристики модели, комплект поставки нулевой. Смартфон с наклеенной защитной пленкой, которая не очень хорошего качества, но хорошо, что она есть. Отличный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, стильненький, краткое руководство и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. К слову, eSIM здесь нет. Чехла и зарядки к нему тоже нет. Прям как флагман, но не флагман. Пока не забыл, кстати, если вы зайдете на AliExpress и посмотрите рекламу OnePlus, по какой-то неясной мне причине там фото Nothing 2. Намек? Не думаю. Вес смартфона 190 граммов, а габариты 162 на 76 на 8,6 мм и 10,9 мм вместе с блоком камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Но это дело я меняю, и со следующего месяца я буду разыгрывать один смартфон в месяц. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro. 3 штуки уже купил. Так что подписывайтесь с колоколом. По уточнению условий с мартовских обзоров начну. Перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести Nothing Phone 2 можно в черной и белой расцветке. Дизайн модели в таком же стиле, как и прошлые модели, только теперь блок камер расположили по центру в верхней части, как и светодиодную подсветку. Из интересного есть рингтоны, которые сопровождаются приятной тактильной отдачей, и глиф с подсветкой. Сам интерфейс Glyphs можно использовать в разных сценариях, к примеру, во время звонков, уведомлений, прослушивания музыки. Glyphs таймер, плюс есть различные предустановки, кастомная подсветка, даже подсветка, когда вы видео снимаете при помощи этих глифсов. Отмечу, что реализована данная функция отлично, как и в прошлых моделях. Качество сборки хорошее, материалы тактильно приятные и прочные. Ко всему, смартфон имеет защиту от брызг, воды и пыли класса IP54. Правда, за эти же деньги у нас есть Samsung A54 с защитой от воды IP67. Пыль на него собирается просто моментально, что на защитную пленку, что на сам корпус. Если вы будете носить его без чехла, позор на вас, потому что он будет все время в пыли. Тыльная часть выполнена из пластмассы, как, к слову, и рамка. Притом рамка до такой степени мягкая, что когда он у меня упал буквально на расстоянии 10 сантиметров от пластиковой столешницы, он погнулся. Так что будьте аккуратны, он нежный. В руке смартфон лежит в целом удобно, он не тяжелый, грани прямые, но тыльная часть имеет слегка закругленные края. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, микрофоны, динамики, один основной, один разговорный, звучание здесь стерео, не полноценная, а полуторка. Предустановок звучания и кастомного эквалайзера нет, к сожалению. Линейный вибромотор тактильно приятный, достаточно мощный и настраиваемый, хотя настройка довольно топорная. ИК-порта нет, за что минус, и нет мини-джека на 3,5 мм. Зато есть направленный микрофон. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1084 пикселя, плотность пикселей 394 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3. Глубина цвета 10 бит с поддержкой 1,7 миллиарда цветов. Коэффициентом контрастности 5 миллионов к 1 и частотой обновления экрана в динамическом режиме от 30 до 120 Гц. Но не путайте с LTPO. В играх экран показал себя неплохо в плане сенсорного отклика, но не идеально. На уровне смартфона, допустим, Poco X6. Может, чуть-чуть хуже. Ко всему, экран прямой и рамки довольно аккуратные, по мне. Мультитач в 10 касаний на борту, защищен экран стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии, соотношение экрана к корпусу 91,65%. По моим тестам 1100 люксов он выдает, и в пике 1200 люксов. BWM затемнение 2160 Гц, показатели шима выше 16% не поднимались, что является отличным результатом. Always on дисплей на борту. Далее, разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными
разными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает довольно корректно, что можно сказать и про распознавание лиц. Зарегистрировать один и тот же отпечаток несколько раз нельзя, за что плюс. Сканер отпечатков пальцев находится, кстати, безумно низко, и благодаря OnePlus мы об этом знаем, что это дешевый вариант развития событий, спасибо им большое. Внести биометрические данные можно двух лиц, и это хорошо. Летим дальше. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 7200 Pro, хотя спеки Pro вы не найдете так же, как если бы они назвали это дело ультрой. Это просто 7200. С техпроцессором 4 нанометра, 8 ядрами и максимальной частотой 2,8 ГГц. Графический процессор стандартный обвес Mali G610 MP4, оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 гигабайт или 256 гигабайт. Согласитесь, что довольно скромненько. Система охлаждения с паровой камерой в 3200 мм квадратных и общей площадью системы охлаждения 12 тысяч мм квадратных. Интерфейс Nafin OS версии 2.5 на базе Android 14 версии. К слову, мне правильно подметили, что вы помните эти Tecno Phantom X2 Pro? Так там все еще Android 13 версии. Помашите, пожалуйста, рукой те, кто делал на них обзоры и кто их советовал. Интерфейс доступен на русском языке, перевод корректный, система работает неплохо и занимает она около 18 гигабайт после последнего обновления. А учитывая, что там всего, возможно, у вас будет 128 гигабайт, я считаю это тоже довольно подлым кульбитом со стороны Nafin. Отмечу, что в настройках можно обнаружить экспериментальные функции, к примеру, поддержку AirPods для отображения значка наушников и информации о них. Далее есть улучшение сенсорного отклика и Glyph Progress для обработки уведомлений от активных приложений. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка Dual 5G, 4G и ниже. 4G бенды на борту, что хорошо, но, повторяюсь, eSIM Smart не поддерживает. Датчик приближения не подводил и работал у меня хорошо. Bluetooth версии 5.3. Смартфон также оснащен NFC-модулем, можно устанавливать MirPay и спокойно оплачивать покупки бесконтактным способом. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке устройство выдало результат в 10 часов 46 минут, а Work Performance 11363 балла. Но отмечу, что в PC-марке, хотя у него была не автояркость включена, он какого-то лешего сбросил яркость. Вот такой вот лайфхак от Nafin, как получить 10 часов 46 минут. Кто в теме, тот поймет. И, разумеется, смартфон поддерживает быструю зарядку до 45 Вт, а вот беспроводной зарядки не имеет, и это можно заметить на тыльной части. Но самое веселое, что быстрая она только так называется, потому что даже оригинальной зарядкой, которые мне подарили вместе с покупкой смартфона, потому что его никто не покупает, сейчас уже наушники с зарядками в различных странах дают в подарок, заряжается Nafin Phone 2a в среднем за 1 час 10 минут. Хорошо это или неплохо, вы сами решайте. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит в среднем у меня по какой-то неясной мне тоже причине 8% заряда, а в играх за 1 час уходит 29% заряда. Но в PUBG он сбрасывает яркость до 700 люксов, что в принципе неплохо уже через где-то 7 минут. В Genshin играть можно, но фризы начинаются где-то через минут 10, яркость сбрасывается, 90 FPS в PUBG New State он не держит. И если вы напишите в комментах, что вы хотите, чтобы я сделал по нему стрим-прожарку, то, наверное, я ее сделаю, и вы увидите, как он в играх себя ведет. Не так все плохо, как я думал, но и не так волшебно, как вы предполагаете по рекламным роликам. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стабильно. 247 гипсов минимум, максимум 282 гипса и в среднем 261 гипс на 100 потоках при 60 минут. В Geekbench 6 в сингл-коре 1089 баллов, в мультикоре 2485, 3D Mark показал Slingshot 6809, Slingshot Extreme 5822, Wildlife стресс-тест 4107 с устойчивостью в 99%, Wildlife Extreme стресс-тест 1158 с такой же устойчивостью в 99% и Wildlife Extreme 1159. Antutu он выдает результат в 687 тысяч попугаев, потратив на тест 5% заряда. Нагрев увеличивается на 7%, а те, кто пишут, что вся эта синтетика это не имеет значения, я улыбаюсь вам и машу, особенно если вы его приобрели. Вам приятно, когда вы делаете фотографии на этот смартфон, несколько секунд ждать, пока они обрабатываются. Знайте, с новой прошивкой ничего не изменится, потому что процессор здесь такой волшебный в скобочках, потому что баллов в Antutu всего 687 тысяч. Если говорить конкретно, то и игры страдают, и все остальное. За эти деньги, но это смешно, учитывая еще, как он в Storage-тесте показал себя, он показал всего 46 тысяч баллов. Для данного типа памяти это, в принципе, неплохо, но для данной стоимости это очень плохо. Стресс-тест он прошел не лучшим образом. А еще на что влияет процессор? На видеосъемку. И примеры вы увидите, обзор одним кадром уже на канале. Получилось так, что пошел в идеальную обстановку для него. То есть солнце было, море, в сенсор оно не било. Можете посмотреть на пользу нетстрима. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров
и LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей с оптической цифровой стабилизацией, апертура 1.88 и максимальным разрешением для съемки видео 4К 30 FPS. Хотя, как мне правильно напишут, мы вообще планируем в 1080p 60 FPS снимать. Тогда вопрос дня: зачем вы покупаете смарт с 4К 30 FPS? Можно купить дешевле. Но не будем о грустном. Второй сенсор сверхширик S5 KG-N1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 114 градусов, апертурой 2.2 и EIS стабилизацией. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с апертурой 2.2, находится он в небольшом вырезе в верхней части экрана по центру. Хотя не важно, какие здесь цифры, потому что максимальное разрешение для съемки видео у фронталки 1080p 60 FPS в сравнении с Realme 12 Pro Plus основных сенсоров в ночное время суток в городских условиях, где различные источники освещения, так по мне лучше здесь справляется, кстати, 2А. Но у него есть некоторые проблемы с работой над светом, а у Realme стабилизация никакая. По фронталке Realme лучше, это 100%, но днем приятнее выглядит фронталка с Nothing, опять же для меня. Цвета с основного сенсора, как по мне, натуральнее передаются на 2А. Изображение более глубокое и объемное у смартфона от Nothing. Если сравнивать зум у 2А и телевик Realme, то при съемке видео телевик Realme хуже показывает картинку, чем 2А в обыкновенном зумировании. Это магия электронов. Ультраширик снимает заметно качественнее у 2А, за что плюс у Realme вовсе ультраширик печальный. Разумеется, ультраширики у них без автофокуса, короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите, но напоминаю, что в личной моей телеге больше, наверное, уже 8 сотен фотографий Nothing 2A, посмотрите, потому что по фото не все так волшебно, как хотелось бы. Что в целом 4К 30 FPS, два смартфона снимают одновременно, и вы видите, как кто работает со светом, как кто работает со звуком, потому что сейчас ветер, притом очень сильный, и как кто снимает в движении. Я бы сказал, что Realme даже плохо себя повел в сравнении с Redmi Note 13 Pro 5G. Вот если тихо и стоять на месте, как они будут работать со светом и очень плавным движением. Такое себе плавное движение у меня получилось, да? Сегодня смартфоном повезло. Это 1080p 60 FPS от Nothing против 1080p 30 FPS от Realme. Но Realme может еще вот так. Но у Nothing эти 1080p 60 FPS, конечно, 4К 30 FPS. И это океанариум в Дубае. О, акулы. Акулы, черепахи. Вообще выглядит вот это вот дело довольно эпично и свежо. И нет, это не люди, это манекены. Вот это рыба классная. Так, давайте-ка иксы. X10, X10. Бесполезные эти иксы. Ладно, топ. X1. X1. И вот это место must have просто. Потому что по сравнению с остальными океанариумами, может быть, здесь и не так много рыбок, но сделано все шикарно, и главное, никого нет. Главное не знать цены, правда? Вот там скат. И фронталка 1080p 30 fps вроде 60 fps, но я не вижу смысла ее третировать. Что там она такая никакая. И ультраширик у одного 1080p 30 fps, у другого 1080p 4К 30 fps. И вот такой общий план. Да, по ультраширикам, конечно, оба печальны, но кое-кто просто позорный. Это плата за телевик, да? Вот это, чтобы вы поняли, что лучше все снимать в 1080p 60 fps. Почему? Потому что даже, кстати, вертикальное видео вы видите в 1080p, просто с даунскейлом. И вот так сможете снимать рыбки. Можно, кстати, сенсором использовать. Посмотреть на рыбку, все. И посмотреть на акулу наверху. Вид акулы из кота. Еще немного рыбок. Я думаю, вы примерно знаете, как все это дело выглядит. Кто хоть раз ходил в океанариум, поэтому можете оценить цвета.
смотрите, я снимаю. И X10, X10, X12. Вот чтобы вы понимали разницу телевика в Realme и зума в Нафине. Как говорится, у тебя есть телевик, но фокус так колбасит, что неизвестно, хорошо, что он есть или нет. Реальность всяких телевиков. Для фото норма, но для видео, что вот такая вот разница в имитации времен года на песке здесь. Если удерживать, то, наверное, все-таки качество лучше у Realme. Хотя не факт. Вот смотрим, цвет кожи. Это любимые, наверное, рыбки всех боевиков 90-х годов. Про какую-нибудь там Южную Америку. Пираньи. Такие рыбки. Они сами заползали, прикиньте. Это эти черепахи. Крабы, утки, еще птички. Очень круто выглядит. Очень живенько и динамично. Смотрите, сколько рыбок. И инсталляция. Разумеется, с... О, кто-то чистит. Очень много рыб. Но не такая она и длинная, зато чистит. А, коридор продолжается. Самолет. Что с ним происходит, вы видите. И еще рыбок. И акулы. И не только. Выглядит классно. 1080p 60 fps, TC. У одного 1080p, у Realme 1080p 30 fps. Вот так сможете себя снимать. И теперь полноценно. Немного гайки в 4К 30 fps. Здесь так все обрезано. Ее совсем чуть-чуть, но она есть. И в принципе основные какие-то вещи можно приобрести. Мы не про это, мы про то, как вы сможете снимать. Снимать вы сможете. Ну и последний ночной тест. Максимально некомфортный для смартфонов, потому что ночь, движение, еще и 30 fps в 4К. Так сможете снимать. Встал и медленно повел. Чтобы никто не говорил, что я не стараюсь снимать. Допустим, ваша миссия снять хорошо, потом вставить куда-нибудь, и нет у вас с собой стабилизатора. И сами оценивайте, кто лучше с этим делом справился. Я справился не очень, но можно я буду считать, что причина в этом не моя, а смартфонов. Небольшой анализ фотографий Nothing 2 и сравнение с Realme 12 Pro Plus. Вот здесь, с одной стороны, вам может показаться, что у Nothing 2A хуже детализация. Но, с другой стороны, я вам скажу, что у Nothing 2A лучше с цветами, а по поводу детализации можно поспорить. Вот он, яркий пример. Если брать предположение, что они сфокусировались на чем-то разном, нет. Если брать, опять же, углы, по углам смазы, что есть искажения небольшие у Realme, и также, как я замечал, есть у Нафина, притом они меньше, опять же по мне. Скачивайте исходники, если брать работу с цветом, Realme тоже будет лучше, я вам скажу. Но в целом, что тот, что другой смартфон справляется в обычных условиях довольно неплохо. 12 Pro Plus и Nothing 2. Вот обратите внимание на стекло. Здесь стекло и здесь у Нафина. И я вам скажу, что, хотя вам кажется, что Realme хуже, вот я сейчас увеличиваю фотографию, обратите внимание, насколько по-другому ощущается фото с Realme. За счет работы со светом
И здесь шире динамический диапазон однозначно. Хотя, опять же, кто бы мог подумать, я почему-то был уверен, что здесь будет выигрывать Nothing. Притом Nothing по цветам. Хотя смешно говорить, но реально по цветам угадал меньше. У кого есть Икея, те поймут, о чем я говорю. Вот здесь у нас, видите, структура дерева непонятная, еще какая-то. Здесь понятно, что выбелено чуть-чуть, с одной стороны. С другой стороны, хотя бы что-то внятное. В общем, в целом, даже с простыми фотографиями, все-таки по мне лидер Realme. И вот здесь я, наверное, сделаю одно. Вот смотрите, это смартфон Nothing. Фотографировал я, не скажу, что не заморачиваясь вообще, но не особо заморачиваясь. Работает он с неоновой вывесками и сложными какими-то объектами не особо фонтанно, с одной стороны. С другой стороны, если я вам могу подобрать какой-нибудь цикл фотографий, чтобы вам это нравилось, наверное, я могу. И обрезать так, как надо могу. И вообще преподнести, что он работает цветом и цветом неплохо. Хотя, опять же, здесь красный перекручен прям конкретно. Снова призываю вас, если вам что-то нравится, если вам нравится фотография, в принципе, обязательно скачивайте по максимуму у всех блогеров исходники и никого не слушайте, потому что здесь, допустим, видите, как замылено основной модуль, все протерто, идеальное освещение, но ужасно, просто ужасно. Ты берешь Huawei за те же деньги и Honor, который я тоже недолюбливаю, и видишь там объем. Здесь картинка, ну просто с дешевого смарта, согласитесь, хотя освещения там хватало. Фронталка отрабатывает неплохо, но только когда ты не обращаешь внимания, как он вырезает. Вырезает он максимально грубо и топорно, вы видите? Ничего, вот все в автомате, ничего не подделывал ручками. Если говорить про работу со светом, вот такая у вас может быть волшебная фотография по стоимости, ну, я говорю, место было волшебное. Почему? Вот это происходило в автоматическом режиме, я отвечу: процессор. То есть это фотки хорошего смарта за 170-200 долларов. Это не фотографии смартфона за 300 баксов. Опять же, все относительно, у вас может быть другой взгляд. Это фото было не в движении, тоже какой-то смаз. В общем, я Nothing не понял по фотосъемке. По видеосъемке он был неплохой, но опять же, относительно кого? Относительно Realme без стабилизации. Это мой взгляд. Скачивайте исходники, сравнивайте, смотрите, что он может. Удачные фотографии тоже есть, наверное. 4К 30 FPS, день, на ультраширик не перейти. Ну, кстати, съемка довольно плавная, учитывая, что прошивка свежая, X2 и X10 максимум. Очень даже не... Так, теперь для меня это тайна, покрытая мраком. Я не знаю насчет того, в каком разрешении он сейчас снимает. Знаю только то, что 60 FPS. Надеюсь, что не 720p, а 1080p все-таки. Потом проверю и в следующих примерах уже вам скажу об этом. Ну, вот так. Цветы в пустыне. Все за счет водички. Но им все равно очень плохо. Им очень плохо, конечно. Так снимает в 4К 30 FPS этот смартфончик. Пляж, который нельзя снимать, 4К 30 FPS. 1080p 60 FPS, с этого дела тоже на ультраширик не перейти. Вот так вот сделаны дорожки, что у тебя периодически шатры. Я не знаю, что здесь делается, что здесь делается, что происходит с погодой здесь летом, потому что зимой, ну, я, конечно, в штанах, но, опять же, я привык к 45 градусам, а тут, скорее всего, 58 где-то зимой, ой, летом. Огонь. Съезды до колясок, и здесь курсирует транспорт, который просто может подвести. Вот он. И ультраширик может тоже снимать в 1080p 60 fps, это очень круто. Но переходить с ультраширика на основу нельзя, разумеется. Но вообще классно, что они реализовали. Разумеется, автофокуса здесь нет на нем, но X2 и X10. 4К 30 FPS, X10. Видите разницу? До этого было 1080p. Да. X2. Побег. Побег. И ультраширик.
Еще с кошаком. Зума нет никакого на ультраширике. Съемка с одной руки. Помещение вот так чуть-чуть. Будете снимать. 4К 30 FPS, ночь. И вот здесь играют. Я не помню, как эта штука называется. Наподобие тенниса. Здесь катаются. Такие парки ночные. Фронталка 1080p 60 FPS, ночь. Съемка с одной руки. Парк. Круто тут. Прям круто. 4К 30 FPS. Съемка с одной руки. И вот так сможете в крутом ТЦ снимать различные объекты. 4К 30 FPS на ультраширик. Да, 4К 30 FPS. Я говорю, дешевле. Еще дешевле, чем было это. Тоже недорого. 4К 30 FPS. Красота. 36 стоит доллар. 10 долларов. То есть это 30 баксов. Ну-ка, что тут с автофокусом? 4К 30 FPS, варим кофе, X2. И, к сожалению, я вижу картинку шикарную, но вы видите не шикарную, потому что я уже посмотрел исходники. И, в общем, на маленьком экране смартфона выглядит все волшебно, а в итоге, к сожалению, нет. Опять же, я думаю, вы со мной согласитесь. Все, финал. Добираемся до финального кофе. Все, готово. 4К 30 FPS, на ультраширик не перейти. И хочу отметить такой момент интересный, что народу в итоге обзор одним кадром понравился. Вот напишите, вас устраивает картинка? Она, конечно, ничего, но, по-моему, не на эту стоимость. И фронталка, пляж. Как вам картинка? Ну вот с таким идеальным освещением она ничего так. 4К 30 FPS, основной модуль. Поиск орехов. Умножать все на 3. Это супер дешевый магазин. Я не шучу, кстати. Можно вставить на паузу и посмотреть по ценникам. Кому интересно. 500 рублей радости, Франция. 4К 30 FPS, ультраширик и вот это фудблогинг. 4К 30 FPS, еще немного фудблогинга. Да, чуть-чуть фризит, но вот, допустим, сравните, как в 1080p будет выглядеть. 1080p 60 FPS. Фудблогинг. X2. X1. Кстати, ради интереса, вот зум. X10 максимум. 4К 30 FPS. Съемка с машины. 1080p 60 FPS. Вот он, Лувр, Абу-Даби. И вот они, 1080p 60 FPS. Лувр. 1080p 60 FPS. Мону Лизу, кстати, он определяет как лицо. Дом смерти. 4К 30 FPS. Еще немного исторических ценностей. Лувр. Кому надо, смотрим исходники фото в личной ТГ, там все экспонаты. Еще немного брони. Все по фэншую. Так, чтобы здесь фото нормально сделать, пришлось подбирать освещение вручную, баланс белого. Монеточки. Вот с этим делом у него на фото был лютый раскабас по фокусу. Хотя понадобилось 2 секунды, чтобы сфокусироваться, все равно не особо приятно. Aux Source Design.
4К 30 FPS. Короче, это место, куда люди бегают фоткаться. Вот этот пьедестал и фотографируют оттуда. Идею я не понял, но очень интересно. И фронталка в тех же условиях, довольно противных. Вообще в хороших условиях камера снимает очень даже неплохо. Хотя опять же так выглядит только на экране смартфона. Фудблогинг 4К 30 FPS. 4К 30 FPS. Такая интерактивная штука здесь. Вот так это все выглядит, если ложишься и смотришь. Вот так вот можно интерактивно развлекаться. 4К 30 FPS. Не понимаю, к чему эта экспозиция, но главное, что она есть. X2. 4К 30 FPS. Здесь, наверное, должна быть какая-нибудь дополнительная выставка, терраса. А может быть просто для террасы для осмотра окружающего. Да, выглядит эпично. Максимально эпично. Ультраширик. И фронталка той же террасы. Выставка Cartier. Повторяю, что исходников фото Тулиард в ТГ. 4К 30 FPS и еще фудблогинга. Вот так это будет в X2 выглядеть и X1. Еще фудблогинга. Ну что, как всегда, романтично, как у нас сверлят. И попытка заварить кофе на Нафин 2. Освещение штатное. Вот такое вот. И уже 8 минут варится. Поймаю. И вот так вот мы побеждаем кофе в турке. Пусть выглядит не романтично, зато полезно для того, чтобы понимать, как снимает камера. Красный цвет комфорки, я надеюсь, все знают. Вдруг кто-то скажет, что камера снимает норму, да? Хотя у многих такие недостатки. И еще фудблогинга. Как-то он тормозит при включении камеры. Надо ему дать подумать. Слабый процессор. 4К 30 FPS, стандартное видео. И это, конечно, яхты в пустыне выглядят очень эпично. Очень. И океанариум тоже. Только что увидел глюк, включил камеру, это ультраширик, а она не показывает ничего. Черная. 4К 30 FPS, очень невкусная штука. Лобстер. Кому-то очень нравится. По мне, чем меньше краб или ракообразная, тем вкуснее. Таких можно и поесть. Много где. И это у нас еще одна живность. Видите, они отдыхают. 4К 30 FPS. Рыбки. Рыбки. Здесь стандартно можно вниз забегать и снимать голову. Имитация того, как вулкан работает. Вот такие вот зубастые рыбки. Там кислород им добавляют. Смотрите, какая задумка. Вот что происходит с вашими машинами, если они тонут. Огонь. Или если вдруг цунами забирает телефонную трубку,
будку. Да? Выглядит крипи, но эпично. И идея норм. Сейчас автофокусу помогаю, не помогается ничего. X2. Вот для этого нужны телевики и немного медузы. Инсталляция, кстати, здесь прям вау. Это копировать надо. Просто. Он сонный, утки. Вот. О, побежали. Побежали. Живность. Живность. Выпустили их. Какие интересные. Так, сейчас поможем фокус. 1080p 30 fps, если ваши дети любят песок, здесь им самая тема будет. Отсюда можно смотреть на пингвинов ближе. Вот они, капибары. Даже здесь. Капибары везде. И маленькие черепашки. X2, X1, X2. Здесь есть бетон и развлекалово. Можно бросать интерактивно. Можно играть в эту штуку или вот так играть, рисовать. Вот так. Вот это вот выглядит эпично. Хотя это не аквариум, а аквариум будет здесь. И вот так сможете себя снимать в аквариуме. 4К 30 fps, фудблогинг продолжается. И вот так можете снимать еду, фастфуд. Ее лучше не есть, но выглядит она ничего, особенно при съемке. Ну, как говорится, надо медленно. А если будете подснимать медленно, лучше 1080p 60 fps. Плавно. Автофокус работает родной, пальцами не помогаю. И вот так, 15 секунд радости. Еще немного фронталки 1080p 60 fps. Вот это дело, кстати, очень сильно искажает температуру цвета. Когда делаешь фото, допустим, вот здесь. Если будете видеть сравнение, обратите внимание, и на исходнике, когда скачаете, у Нафина правильные цвета. Только обратил внимание, шатер в виде купола. То есть это тканевая или брезентовая штука. УТЦ. Ничто не идеально, как говорится. Это центр Абу-Даби, а рядом шикарные дома. 4К 30 fps и съемка вот этого вот перехода X2, X1. Переход между одной стороной дороги и другой. Хотя в основном здесь подземная. Здесь 4К 30 fps и безумно похоже на Турцию. Это основа. И на Баку, кстати, тоже похоже на хорошие районы. Вот. И вот так ультраширик. Ультраширик, Феррари Парк. Основа. Все еще Феррари Парк. Вот так. Немного фронталки 1080p 60 fps. По поводу парка база будет Samsung S24, наверное, там будет больше всего фоток и видео. iQOO получается, точнее Oppo K11 и Nafin Phone 2A, на который вы сейчас увидите обзор. Вот Samsung S24 на снапе. Вот сейчас на Nafin съемка. Эти дети кричат, прошлые не кричали. На Samsung снимал то же самое, криков не было. Ускорение, по сути, достаточно. Быстрый прокат. Знаю, что здесь можно на, получается, катерах покататься, на машинках и проехаться. Очередь на эти волшебные покатушки.
Самолет, ресторан и купол. И это только первая локация. Штуки, правда, клевые. Можно поплавать по катушке. 4К 30 FPS. Вот чем я занимаюсь, видите? Или задний ход. Задний ход и обратно. Не получится. Чем бы дети не тешились, да? Машинки не так увлекательны. 4К 30 FPS, X2. Ну что ж, 4К 30 FPS, X2 кроп а-ля Zoom. И вот так сможете снимать. Допустим, здесь картинг. Ну, картинг дополнительных денег стоит. 60 дирхам это 6 тысяч рублей. Не 6, 1800. 1600. Вот эта штука мне нравится. Dream starts. From initial sketches, the design is gradually perfected and then developed into a computerized 3D wireframe model. Вот эта штука выглядит очень круто и эпично, чтобы поползать. Adventure. Детская игровая комната. Junior GP. Ультраширик и самый клевый аттракцион, который там супер эпичный в мире, самый быстрый, не работает. Еще немного ультраширика. И еще небольшой такой аттракцион. По мне самая лайтовая такая вот штука. Лайтовее я не видел нигде. Она вообще не трясется толком. И готовность номер раз. Alright, let's just welcome to Dover Tour. Are you guys ready? Yep, let's go. Раз, два, три. О, она еще и кружится. Но тоже кружится эта тема. И подсветка эта тема. Чуть-чуть лайтово очень. Очень лайт. Еще немного Феррари. Мало же Феррари было в ролике, да, X2. И еще немного Special Edition. Кстати, кружка здесь стоит 5000 рублей, поэтому кружку здесь я не взял. Основной модуль, короче, там, где, кому интересно, H&M Home, в обзоре на Samsung S24 на Snap, который Zara Home, то в обзоре здесь. Вот. На Nothing 2 и на iQOO. Еще iQOO возьму, подсниму им. Минусы: скромный комплект поставки, неполноценное стерео, нет мини-джека и К-порта, пластиковая тыльная часть, нет eSIM, слабая камера. Помимо этого, операционка занимает слишком много места, плюс это пылесборник, плюс напоминаю, что у вас нет никакой экосистемы под Nothing, то есть у них нет своих планшетов, ноутбуков или еще чего-то. Когда мы покупаем смартфоны, мы очень часто хотим наушники и часы, которые у них есть, но крутых часов у них нет. Наушники, к слову, тоже, хотя хороши, но они эконом-класса. Вот то же самое касается экосистемы Nothing. Где она? Сколько лет прошло? Возьмите ванпласовский планшет, наклейте туда шильдик Nothing, здесь же вы так делаете с операционкой, и все будет хорошо. Ну и плюс за 3 года я не заметил, чтобы они операционку каким-то образом допилили волшебно или в чем-то. Даже значки тех же программ все так же в штатной теме Nothing не меняются. Вообще недостатков хватает, читайте форумы, хотя там в основном удивляются, почему люди не покупают. То, что в форумах в основном либо те, кто хотят купить, либо покупают данное устройство. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, там идет глобальная распродажа на Али, она круче, чем ноябрьская. Я не знаю почему и от чего, но это факт. Кто-то успевал урвать по 80 тысяч Xiaomi 14 Ultra, кто-то приобрел те же Poco X6 по 18 и еще много всего веселого. Подписывайтесь на канал с колоколом. И резюмировать я бы хотел довольно просто и мучительно. Смотрите, вот он смартфон. Что здесь стоит $270? Опять же, во время распродажи. Я отвечу вам: ничего. Процессор здесь на уровне смартфона за $170
160. Память то же самое. Если говорить о корпусе, то это пластик, притом он погнулся у меня буквально от падения, а такой же пластик на кухне. Если говорить про экран, да, 1100 люксов яркости это круто, но зачем он вам нужен, если вы с остальным не можете нормально справляться? С чем? Плавность здесь нулевая у программного обеспечения, то есть я не скажу, что здесь он супер плавный. Если говорить про его родные оболочки из разряда иконок, но они все равно за 3 года ничего не нарисовали. Да, у них есть свои наушники, они классные, да, у них есть свои часы, на все это у меня были обзоры. Но если брать часы, то у них завезли русский язык кириллицу даже в сообщениях только через 4 месяца после того, как они их выпустили. И никакого премиума у часов нет. Ну и заканчивая на микрофон не DJI, а обычный от iPhone 15 Pro Max, но напоминаю, что он здесь направленный. Так вот, по большому счету в экосистеме здесь 0 девайсов, ни ноутбуков, ни планшетов, ничего-то остального. Что можно приобрести за эти деньги? Можно приобрести все. Pixel 7a, Poco X6 Pro, который лучше во всем, в принципе, и дешевле на 2-3 тысячи. А если брать ту же память, то на все 7-8. Если говорить про то, что вы хотите, не знаю, какой-нибудь интересный смартфон, повторяюсь, что существует просто бешеное количество различных Samsung'ов. Понятно, у них оболочка будет больше тормозить, но это тоже тормозит. И в целом я не понимаю, для кого вообще Nothing выпускает смартфоны, учитывая, как быстро они падают в цене, учитывая, что они пихают туда из железа, в чем они лучшие за свои деньги в среднем сегменте ценовом, я понятия не имею. Есть Realme и есть Xiaomi, есть Poco, и они рвут это дело по полной программе. Вы можете купить их за 3 диода. Вот все, наверное, больше причин нет, потому что ПО не лучше, чем у остальных, комплект не лучше, чем у остальных. Напоминаю, что здесь даже зарядки с чехлом, вообще ничего нет, есть только заводская пленка. Если говорить про рамки, они а-ля маленькие, камеры не фонтан, фронталка, дырка огромная. Может быть, они BBK, я думаю, что они все-таки тоже BBK принадлежат. Что-то там додумают, придумают и выпустят девайс либо дешевле, либо лучше, так называемый топ за свои деньги. Но вот это вот дело, если брать Nord 3 от OnePlus, кстати, по большому счету, те же тапки, только в профиль. Nord 3 его рвет по полной программе. Глобалка. Если 12256 Nord 3 глобалку покупать и вот этот, там даже сравнивать нечего, это смешно. Девайсу от меня в отрыве от стоимости однозначно да, за 1018 я бы его советовал, за другие деньги, вы же понимаете. Добра и удачи вам, дорогие друзья.